Ну ладно. Продолжим вчерашнюю беседу. Тоже о главном, да? Что ни говори, а 90% жизни мы тратим на поддержку существования тела, на его сохранение. Так много внимания уделять инструменту, малопригодному для чего бы то ни было. 90% времени уделяем телу. 10% чему-то еще, но душе 0 всегда. Подавляющее большинство людей, вот 0 душе. 100% телу, там еще сколько, там 120 с нажимом. Понимаете или нет? Потому что вы неизбежно потеряете. И впустую прокоптить эту земную жизнь. Вообще-то. В очередной раз совершив духовное самоубийство. Убивая бессмертное в себе. Начало бессмертное. Это беда. Упоенно заниматься поддержкой существования тела, которое является всего лишь инструментом духа, если этим заниматься, человек практически забывает само духовное начало, своего истинного хозяина, который должен выйти на первый план. Ясно? Для этого мы и появились на этой земле. Вот для этого именно, для того, чтобы хозяина обрести, чтобы победить смерть. На самом деле ее победить. Чтобы принести достойный духовный плод, чтобы уйти на тонкий план бытия по оставлению физического тела без потери памяти и индивидуальности. А так опять в забытии уходите в старческом маразме или в результате несчастного случая или тяжелой болезни, так и не выполнив своей главной задачи. Понятно или нет? Не надоело? Вот мне, я чувствую, надоело, когда я начал поиск. Вот понимаю, что так жить нельзя. Все было по человеческим меркам в то время. Вообще все. Мне много не надо. Но было все. Интересная творческая работа, интересное творчество в стихосложении, вот все это было, была семья, был спорт, было много интересного, вот финансово было все в порядке. Докторская диссертация была вот буквально на подходе, кандидатскую 24 года я защитил сразу после окончания института, по сути. То есть успешность была во всем. В советское время это был, вообще финиш. Только я главного не мог понять, для чего я живу. Вот и все. Очень простая вещь была. Плохо мне понятная. Зачем я в этот метод пришел? Вот и все. Если вас удовлетворяет то, чем вы живете сегодня, ради Бога. Так что мы всеми силами пытаемся сохранить то, что рано или поздно все равно потеряем. Это парадокс. Не лучше ли сначала реанимировать хозяина? Хозяина реанимировать, а уж он сам решит, как ему распорядиться своим инструментом, на котором он будет еще какое-то время солировать, пребывая на материальном плане бытия. Хозяин должен явиться. А наше эго – хозяин вроде нашего тела. Вот это наше, так сказать, короткое замыкание. Наше эго, наше тело – все наше. А где хозяин-то? Почему у вас все так плохо? Вы хотите как лучше, а всегда плохо получается. Всегда. Кармический закон неумолимо будет бить любого самого умного, самого хитрого, самого отъявленного, рьяного приспособленца. Бить будет, если у него есть душа, если у него есть духовный талант, если он готов эту душу проявить, понимаете?
Тело, безусловно, требует некоторого внимания с нашей стороны, но молиться телесному здоровью, делать из него идола недопустимо. Это верный признак незрелости духовного сознания. Вот и все. Понимаете? Когда рядом совсем никого нет, тело чувствует себя прекрасно. Оно словно растекается, никаких тех границ, оно довольно, наконец-то я могу не быть. Но присутствие рядом любого человека так или иначе вынуждает тебя соприкасаться с вибрациями материального мира, витального мира, который приносит с собой человек. Но если вы в новом сознании уже пребываете, безусловно, это оказывает влияние. Вот. И только оставшись наедине с своей истинной сущностью, ты испытываешь действительно состояние, в котором сознание в форме некой единой неподвижной вибрации растекается куда-то в беспредельность, ты чувствуешь себя где-то далеко-далеко в беспредельности, чувствуешь себя везде и нигде, вот такие парадоксальные ощущения. И тебе нисколько не удивительно, приятно, благодатно, легко в этом новом состоянии. Это действительно чудо. Чудо новой жизни, чудо нового сознания. Но в дальнейшем, когда подобное состояние уже стабильно проявляется у вас, то и присутствие других людей, соприкосновение с вибрациями материального мира и витального мира уже не так неощутимо. Этому состоянию это не мешает. В дальнейшем. Поначалу она говорит, что ей приходится опускаться на уровень тех вибраций, с которыми она соприкасается. Ну, на уровень сознания тех людей, с которыми она соприкасается. Она не может надстоять над этим. Пока еще переходный процесс, у нее нет стабильного состояния пребывания в новом сознании, в новом качестве. У меня хватает гибкости, чтобы одновременно находиться в двух мирах. Но речь идет о том, что обладатель нового суперментального сознания, пребывая в социуме, вынужден одновременно находиться в двух мирах. Действительно. В суперментальном мире, мире покоя, в материальном мире со всеми его динамическими трудностями, шероховатостями, там, катаклизмами. Вот. Но действие в новом сознании, взаимодействие с материальным миром всегда из состояния покоя. Не захватывается вибрациями беспокойства вот этого материального мира. То есть белая ворона, а не от мира сего, но в этом мире. Ну не белая ворона, а не от мира сего, это лучше. Но в этом мире, в новом качестве. И в ряд нежелательных ситуаций, вот бывают нежелательные ситуации, действительно, вот в мире, который вас окружает, ты можешь целиком погрузиться в состояние покоя и вовсе не контактировать с физическим планом, вообще не контактировать. Видеть все, но никак не контактировать. Это делается автоматически, по сути. Вот такие интересные происходят изменения. И в конечном счете ваше сознание становится пластичным, и само, вот новое сознание, само спонтанно определяет, какую ему позицию надлежит занять в каждой конкретной ситуации, с каждым конкретным человеком. Ты не думаешь, как ты будешь себя вести, как с этим человеком говорить. Все происходит очень пластично, спонтанно. Понятно? Если человек отождествляется со Всевышним, и остается лишь одна воля, воля его, воля Всевышнего, то, разумеется, он получит высшую власть. Всевышний использует людей. Они воображают, что их желание изменяет обстоятельства, но так может думать только совсем невежественный человек.
Так что никакой власти у человека нет. Человек – орудие Всевышнего, и не более того. Враждебные силы – это тоже представители Всевышнего, вы знаете? Бог-то един. Нет мира Бога и мира дьявола. Ясно? Это спектакль, в котором все силы Господом используются. Вы-то думаете, я там это, что-то могу. Вы марионетки враждебных сил, прежде всего, до тех пор, пока вы не объединитесь с волей Господа. Ясно? Вот тогда будет одна воля. Та воля, которая ему угодна. Вот тогда вы, вчера мы говорили, абсолютно свободны. А так вы все время в плену враждебных сил. Всегда. Всегда. Интересно? Не задумывались над этим? Эго-то думает, что оно всесильно. Вот. А эго всего лишь инструмент враждебных сил, который ловко использует наше эго для того, чтобы получить подпитку себе. Знаете, все наши эмоции, ведь когда мы что-то делаем, так сказать, не в состоянии пребывания в Господе, а действительно с эмоциональной компонентной, от нас истекает энергия, как правило, негативная энергия. Вот та самая энергия. Мы расстраиваемся, мы сокрушаемся, мы чем-то недовольны. А это питательная среда для враждебных сил. Мы их подпитываем. Они счастливы. И когда, как нам кажется, мы делаем что-то правильно, мы уже вот успокоились, а это правильно, и оказывается, в общем-то, навеянное враждебными силами, чтобы какой-то обвал у нас произошел. Ясно? И мы сильно разочаровываемся. А им пища. Нравится? Кормите. Доноры. Так что с самого рождения, хотелось вам напомнить, мы находимся во власти обстоятельств. Обстоятельства властвуют над нами. Мы не хозяева. С самого рождения мы находимся во власти обстоятельств, которые создаются вокруг нас по воле кармической программы, цель которой – подвести нас к духовной реализации всеми правдами и неправдами. То есть спокойной, сытой жизни не ждите. Понятно? Пока вы находитесь под властью кармической программы, кармический педагог вас будет больно бить, если вы плохо понимаете, чем надо заниматься. Ясно? Интересно? И как бы вы ни пытались вырваться из пут кармы, у вас ничего не получится. Ибо это непреложный закон духовной эволюции до тех пор, пока вы не начнете заниматься делом. Понятно? Глядя на некоторых людей, у которых все в жизни внешне складывается удачно, хочется вроде бы им позавидовать. Кстати, у меня чувства зависти никогда не было. Вот я родился с отсутствием чувства зависти. У меня это не было просто. Я не понимаю, как это завидовать. Вот не понимаю и все. Не было такого опыта. Поэтому я плохо понимаю тех, кто завидует. Я знаю, что они завидуют, что они себя мучают и прочее, но я не могу себя на их место поставить, вот не могу исполнить эту роль, заставить себя завидовать. Я не знаю, что это такое. Ревность, да, была, естественно. Еще кое-что было. Помните, я вам рассказывал, наверное, как к священнику пришел исповедоваться один человек, грехи поисповедовать, потом, соответственно, причаститься, и говорит священнику: вот вы знаете, у меня есть вот две проблемы. Рассказал ему о своих проблемах и решил поинтересоваться у священника, по поводу того, как у него-то с этим делом, с грехами-то обстоит. Безгрешен он или нет.
Вот, спросил, а у вас-то есть вот по поводу этих там 8 или 7 там смертных грехов какие-то там сомнения, либо вы тоже в этом немножко замешаны? Но тогда священник говорит, да, есть. Одна-две проблемы есть. Тогда поинтересовался этот человек, говорит, а какие грехи-то у вас? Какие одна-две проблемы-то? Ну, в зависимости от обстоятельств. Когда как. Чего не смеетесь-то? Значит, вся палитра грехов у него есть. В зависимости от обстоятельств. Вы знаете, вот у меня ревности нет. Вот в зависимости от обстоятельств она у меня не появится. Не ревность, а я имею в виду зависть. Понятно? Вообще интересно, есть вещи, которые мы мимо пропускаем. Так что, глядя на некоторых людей, у которых все в жизни внешне складывается удачно, хочется вроде бы им позавидовать, но с выводами не спешите, на них Господь или просто махнул рукой, или доводит их до крайней степени насыщения мирским духом, чтобы в одночасье их лишить всего. Ясно? Вот сразу раз и все. Накушались всего лишь. Так что кармические варианты, они всегда вариабельны в конкретных случаях. Ясно? Так что если вас часто бьют и больно бьют, это хорошо. Значит, Господь вас любит. А когда все у вас удачно, это не любовь Господа к вам. Понятно? Ну, объясни это успешному человеку. Он скажет, да как же так? Я на храм столько денег даю, я это дам, все, и у меня все в порядке. Да? И уже могилу заказал у храма с гранитным памятником, он там в сарае. У них все в порядке. Вы были когда-нибудь на кладбищах, на таких, ну, немного престижных? Там прямо у входа такие гранитные, выбитые эти самые лики святых бандитов 90-х годов, вот они там вот прямо с ангела где-то там наверху у них. Вот. Представляете? Тогда было интересное время. Вот. Духовно одаренный человек просто обязан пройти через страдания. И страдать он будет до тех пор, пока эго его не прекратит существование. Потому что страдание – это сигнал СОС. Делом надо заниматься. Ясно? Так что духовно одаренный человек до тех пор, пока не займется делом, обязан страдать и будет страдать. Вы же страдали? Или так вот, обошлось без страданий? Но обязаны были страдать, иначе бы на путь не стали. Я так понимаю, если вы действительно стали на путь. Вероятно, мне хуже, чем остальным, потому что множество людей прилипло ко мне, подобно пиявкам. Но надо сказать действительно, что мать всегда была объектом пристального внимания со стороны самых разных людей, и не только насельников ашрама Шри-Аурабинда, и чем дальше, тем больше. Бесконечные визитеры, корреспонденты, имеется в виду писатели писем, корреспонденты, и беспокоили ее, причем беспокоили по самым ничтожным поводам. Все это очень тяготило ее, мешало ей полностью сосредоточиться на той грандиозной внутренней работе, которую она вела в последние 1,5 десятилетия пребывания здесь, на земле. Только божественная благодать способна избавить человека от кармы, если он обратится к ней и не будет повторять свои неверные шаги. Действительно, только божественная благодать, то есть единение с Господом,
И никто и ничто, кроме, не может вывести вас из-под действия кармического закона. Ясно? Когда вы выполнили свою задачу, объединились полностью со Всевышним, с Его волей, кармический закон уже не действует. Кармический педагог прекращает наше обучение только тогда, когда окончательно передает нас в руки божественной воли. Понятно? Все. Обучение закончено. Когда мы полностью ей подчинимся и станем совершенным ее инструментом. Этому обязательно должно предшествовать духовное рождение, когда, по сути, отсекается наше прошлое, кармическое прошлое. Понимаете? И на первый план выходит наша истинная сущность, которая живет и должна жить, пребывая в текущем моменте времени. Не в прошлом, не в будущем, а только здесь и сейчас. Каждым мгновением. Проживается настроенным на божественную волну. Это действительно чудеса. Прошлое может быть очищено, лишено способности воздействовать на настоящее, но лишь при том условии, что человек остановит в себе дурную вибрацию и не будет воспроизводить ее до бесконечности. Но что такое дурная вибрация? Дурная вибрация всегда исходит от нашего эго. Пока мы в эгоизме, от нас всегда исходят дурные вибрации. Всегда. И когда эгоистичный человек говорит о любви к ближнему или что-то, ну это вообще отвратительно. Как эгоист может любить какого-то ближнего? Как? Вы мне объясните. Вы любите ближнего-то? Вопрос, а кто ближний? Да? Как Иисус, помните, рассказывал, кто ближний-то? Ничего не помните, Новый Завет не читали. Ну чем я не знаю. Ну, кое-кто помнит. Остальные, как как на новые ворота, это животное с рогами смотрят. Ну, читайте, первоисточники, читайте. Ладно. То есть дурная вибрация, о которой говорит мать, исходит от нашего эго. И пока мы в эгоизме, от нас исходят дурные вибрации всегда. Вот всегда, априори. Ясно или нет? Мы какие все чистенькие, аккуратненькие. Все не придерешься, а дурные вибрации. Новое сознание дурные вибрации очень хорошо чувствует. Нож не заткнешь, вибрации, они воспринимаются. Ясно? Вот и все. Хотите дурно пахнуть вибрационно? Да продолжайте. Жить в эге. Понятно или нет? Вообще интересно все. Я с вами особенно разговариваю. Мне аудитория ваша вчера понравилась. Мне редко бывает, когда нравится аудитория. Честно я могу сказать. Понравилась мне ваша аудитория вчера, поэтому я сегодня с вами прям напрямую, не казенными словами, а вот так, по-дружески. Понимаете? Вот хотелось, чтобы что-то живое в вас все-таки в нашей беседе, за что-то живое задеть, понимаете? Бывает одно слово, достаточно одного слова, то есть, Боже мой, как я живу-то? Пора все менять. Вот одно слово бывает достаточно. Я знаю. Мне говорили люди. Я пробую и с этой стороны, и с той стороны, и снизу, и сверху, уж не знаю как. Но пробую. Смиренное приятие настоящего, что бы с вами ни происходило, если вы смиренно принимаете все, что с вами происходит в настоящем, освобождает вас от прошлого, от греховного. Ясно? Смирение – это трансмутация вашей прошлой кармы. Все.
Вы воспринимаете все уроки, которые преподносит вам кармический педагог, с пониманием, со смирением, благодарите за это Господа. Что бы с вами ни происходило. Понятно? Вот только тогда трансмутируется ваша карма. Без смирения на этом пути делать нечего. Понимаете? Это очень важно. Важно осознать это. Если вас бьют сегодня со всех сторон, это правильно. Вы должны понимать, что это проработка вашей прошлой кармической деятельности. Понимаете, со смирением благодарите Господа. И если вы искренне Его благодарите и это принимаете искренне, то до бесконечности это продолжаться не будет. Как только ваша искренность будет действительно, Господом услышана, все уроки кончены. Ясно? Все сразу будет спокойно. Вы даже удивитесь. Так что безропотное приятие настоящего – это единственный действенный способ рассчитаться с прошлым. Но это не десятилетиями должно у вас тянуться. Месяц, другой, полгода. А некоторые в течение всей жизни я безропотно все принимаю. Я не знаю. Вы поняли или нет? Искреннее смирение, достаточно месяц, полгода точно, все. Проблема снята. Я по своему опыту знаю. Когда я благодарил тех, кто меня побил чуть не до смерти, я ошибку совершил. Понятно или нет? Этих которые меня били, я говорю, слава Богу, ребята, спасибо вам. Они там, я их не знаю, естественно, где-то там далеко, и Господу им спасибо говорил. А вы сразу в милицию, да? Или в полицию сейчас это называется. А то заявление на соседку, там что-то там она шумит, я не знаю. Смиряйтесь. Насмерть смиряйтесь. И через полгода вы победитель. Полгода не можете смириться, что ли? Полгода всего. Это максимум. Только искренне. Я честно говорю. Можете проверить. Потом меня поблагодарить, сказать, Александр Ильич, точно через полгода все прошло. Я не шучу. Это опыт. Так что не забывайте за все Господа благодарить, особенно когда Он у вас что-то отнимет. Ясно? Понятно или нет? Вот в этом смирении. И тогда вы обретаете силу, в смирении сила. Вы под защиту Господа становитесь, понятно? Никто вас уже не тронет. Самая надежная защита – это Он. Но этому предшествовать должно смирение. Приятие от Него всего, что Он нам преподнесет в качестве зачетных или экзаменационных предметов. Ясно? Все. Необходимо оставить все, усилия, интеллект, знания, стать совершенно несуществующим, говорит она. Вот я с некоторых пор, просыпаясь утром, многие уже знают, те, кто слышали, я в беседах об этом говорил, утром просыпаюсь и говорю, какое счастье, что я никто. И обо мне написано в Конституции. Потому что там написано, никто не имеет права там что-то делать, еще никто, там есть целое, знаете, вот так. Вот какое счастье, что ты никто, никому ничем не обязан, а делаешь все, как делаешь, и все замечательно делаешь. Не обижайтесь, ничего нету. Ты свободен абсолютно. Но живешь социальной жизнью, делаешь все, но как-то свободно и легко, понимаете? А раньше это должен, это обязан, это ужас. Страшно вспомнить. Представляете?
Это же удивительно. Когда живешь здесь, дышишь другим воздухом, в этих социальных обстоятельствах, но с благодатью. Так что усилия, интеллект, знания – это продукт нашего эго. Это надо выкинуть все. Просто выкинуть. Цепляться за это значит цепляться за эгоистическое прошлое. Быть в нем, жить им. А шагнуть в эволюционное будущее можно только окончательно избавившись от прошлого. А у нас накопление в интеллекте, в уме, в наших знаниях. Мы все знаем, мы умные. Да вы оставьте этот мусор. Болезнь Альцгеймера, атеросклероз. И где ваш интеллект? Где ваши знания? Куда они делись? Проржавел компьютер. Все. Понятно? А вы этим гордитесь, я все знаю, даты рождения великих людей, могу процитировать что-то, Евангелие могу цитировать. Но дурь это все. Понятно? Детство. Забава эго нашего, враждебные силы, которым играют. Забудьте все, что вы умный. Забудьте знания все свои. Только в практическом плане вот нужно. То, что я говорю в практическом плане, это нужно делать. То, что написано в практическом плане, нужно делать. Теорию раз прочитали, забудьте. Понятно? Теория должна вас сподобить на путь, должна вдохновить вас, а потом ее надо забыть. Понятно? Только практическая реализация. А там видно будет. Я внятно объясняю? А люди купаются в теориях, там, в тонкостях, вот им хочется знать, а как вот будет, что такое супраментальное сознание, а как из супраментального сознания видится одно, другое, третье. Ну, сделайте и увидите сами. Что меня спрашивают? Как я могу вам внятно объяснить, если мы будем говорить на разных языках? Как? Не могу. Так что попробуйте, мне потом расскажете, я тогда вас пойму. Вы меня не поймете, но я вас пойму. Понятно? Какая тонкость. Словно стоишь на границе двух миров или двух аспектов одного и того же мира. Сделаешь вот так, все гармонично, а вот так, кругом абсурд, бессмыслица, муки. Но это одно и то же. В одном случае тебя, и не только тебя, но весь мир уносит в свете блаженства к вечной реализации, а в другом все жестко, тяжело, болезненно. И это одно. Одни и те же материальные вибрации, одни и те же материальные обстоятельства. Вот здесь она очень тонко и образно говорит о своем пребывании в тленном материальном теле и в новой тонкой вибрационной структуре. На контрасте этих двух состояний, она в переходном периоде находится, она может оценить нахождение в старом сознании и в новом. Что это такое? Вот совсем рядом. Материальные обстоятельства одинаковые абсолютно, а восприятие мира совершенно другое. Вы же почему все такие вот больные, нервные и прочее? Потому что вы воспринимаете мир ментально, через ментально-витальную призму, через старое сознание. Оно может только воспринимать мир скукоженно и болезненно. Вот таков закон. Его не перепрыгнешь. Ясно? У вас просто восприятие такое дурное. Это не психотерапия. Новое сознание – это не психотерапевтическая методика. Это новое сознание, которое по-другому воспринимает тот же самый материальный мир. Абсолютно. И только имея опыт старого восприятия, нового, можно об этом говорить. Я имею право это говорить, потому что у меня есть этот опыт. Вы имеете право меня не понимать, потому что у вас нет того опыта, который я имею. Вы меня понимаете, да? Но поверьте, что именно восприятие меняется, обстоятельства не меняются, но когда меняется восприятие, то тогда вы ведете себя совершенно по-другому в тех же обстоятельствах, тогда и меняется окружающий мир. Понятно?
Ну, логично немножко. А так пытаться изменить себя и этот мир своими усилиями, как-то в ментальном сознании находясь, бесполезно. Ничего не получится. Понятно? Сознание должно стать другим. А как оно станет другим? Ну, в работе на пути сознательной эволюции. Другого варианта нет. Тут хитрости, уловки не пройдут. Метода нет такого, чтобы по-другому воспринимать мир. Дайте мне метод, чтобы я по-другому воспринимал мир. Нет такого метода, к счастью. Пытаются психологи придумать, всякие эти люди, которые пудрят вам мозги, что мы своими силами можем своим упорством что-то изменить вокруг и в себе. Дурь все это. Своими усилиями мы ничего сделать не можем. Эго же, оно не дурное, чтобы себя уничтожать, а усилия от эго исходят. Оно будет всеми силами стараться себя сохранить. Ясно или нет? Оно не глупое. Когда своими силами, то включается эго. Вот я говорю о том, что используем мы метод в работе на пути в период открытия нисходящей энергии для установления с ней стойкого контакта. Используем метод молчания ума, эмоциональная ровность, медитация активная или молитва, как хотите. Но до бесконечности специально медитировать или молиться нельзя, потому что метод использует наше эго. Понятно? Метод использует эго. Мы эго временно используем на период установления стойкого контакта с божественной силой. То есть метод – это эго. Ясно или нет? Если вы всю жизнь молитесь, или медитируете, или еще какие-то методы и практики используете, это делает эго, вы в плену своего эгоизма. У вас иллюзия духовного продвижения, иллюзия духовной жизни, иллюзия. Метод нужен на период установления стойкого контакта с нисходящей энергией. Потом эта энергия берет власть на себя, берет в руки нашу эволюцию, берет в руки то, что, так сказать, с нами должно делаться, и тогда метод, он сходит на нет, он просто не нужен. Понятно? Вот такая хитрость маленькая. Если вы всю жизнь молитесь, если вы всю жизнь медитируете, вы в лапах враждебных сил. Эго вас поработило. Понятно? Помните, Серафим Саровский говорил монаху молодому, который его спросил, а как мы должны молиться, сколько времени, долго ли, коротко ли? А Серафим Саровский ему ответил: вот ты просишь Господа, приди ко мне, Господь, приди ко мне, Господь. Ну, молитва, да? Приди ко мне, Господь. А он пришел, а ты его все просишь. Приди ко мне, Господь, приди ко мне, Господь. А он уже пришел. Так это равносильно тому, что ты позвал соседа в гости. Сосед пришел, сел напротив тебя. Ты глядишь на него и говоришь: приди, сосед, ко мне в гости, приди ко мне в гости, сосед. А он сидит перед тобой. То есть он подвел итог. Сказал: ну не до бесконечности молиться-то надо. Когда Господь в тебе, это и есть сердечная молитва, ты ощущаешь его присутствие. Все. Ясно? А если вы до сих пор молитесь или медитируете, или эксплуатируете еще какой-то метод, вы в иллюзии, что вы духовной работой занимаетесь. Понятно? Сейчас можете задать вопрос: а сколько времени надо молиться, сколько времени надо медитировать? Но как только почувствуете божественное присутствие, оно чувствуется, теплом отдается. Оставьте метод. Только ровность соблюдайте, и все, эмоционально не выходите из себя. Ясно? И глупости не делать. Что такое глупости, вы, наверное, уже знаете. Так вот, контролируйте немного. Все. Ясно? А потом все это автоматически уже будет делаться. Несколько позже.
А переселение из одного тела в другое происходит спонтанно, в одно мгновение, помимо твоей воли, когда вот эти вот два состояния, прежнее и новое, чередуются. Вибрации действительно вроде бы остаются те же самые, а вот восприятие мира совершенно разное. Вот из этого она делает вывод, что это два разных мира, как бы разных, тесно соседствуют нас, во всяком случае, в переходный период, они уж точно соседи. И когда окружающий мир воспринимается через посредство физиологических органов чувств и центральной нервной системы нашей, то есть с использованием физического тела, тогда все видится ужасным. А когда процесс восприятия становится чисто вибрационным, без участия телесной физиологии, нервной системы, центральной нервной системы, то мир видится совершенно другим. Тело как материальный объект, как сгусток материи. Материя всегда темновата, плотновата. Вот оно и воспринимает тело, этот мир, вот с искажениями, понятно, нечистым. Вот находясь в плену физиологии, в том числе центральной нервной системы, мы всегда вот такие, бедные, больные, несчастные. Другому быть просто не может. Все зависит от позиции сознания, на какой стороне оно находится. Так вот, в качестве примера можно привести, некоторую, что ли, сравнительную аналогию с состоянием легкого алкогольного опьянения. Я не советую вам этим заниматься, но, наверное, каждый немножко принимал, да? Знает, как видится мир до того, как вы приняли это дело. И в состоянии легкого алкогольного опьянения никаких проблем нет. Да? Есть такое? Было такое? Пробовали? Опыт-то есть. Да вот, как все замечательно. Объясню, это просто объясняется. Мысли не фиксируются. Не фиксируются мысли, у вас идет поток. В состоянии легкого алкогольного опьянения нет фиксации мысли. Ясно? И идет поток. Это медитативное состояние. Почему люди на это подсаживаются? Нравится это состояние. Вот первые полчаса. Ясно? Потом идет интоксикация. Поэтому пытались подобрать, как вот оптимально пить, чтобы испытывать эту эйфорию постоянно. Бесполезно. Ничего не получится. Ясно? Правильно? Пробовали? И все. Не помогает. Вот это примерно такое же состояние. Только без алкоголя. А окружающий мир при этом не меняется, когда вы выпили? Нет? Восприятие меняется. Вот и все. Без мыслей. Простой пример. Элементарный пример. Без мыслей совершенно по-другому воспринимается окружающий мир. Без вмешательства ума. Иногда я вижу как бы невероятную сосредоточенную силу, которая пробивается. Это может произойти в любой момент и в любом месте. Все сознание сжимается в одну невероятную силу, которая пробивается, пытаясь пройти на другую сторону. Вот здесь она говорит о чисто физическом ощущении невероятной могучей силы над макушкой головы, которая по каплям физически пробивается в ее тело. Это классический вариант капельного схода, не обвального, а капельного схода в макушку головы, через макушку головы в тело супраментальной силы. Это физически ощутимо, очень хорошо ощутимо. Проходя через голову кружение, потом сердцебиение может возникать. Вот мы вчера пример этой женщины, которая упала на улице, вот рассказывали. Это тоже классика. Видите как? Чисто физическое ощущение. Это плотно сжатая энергия, спонтанно, малыми порциями входит в наше тело в любом месте, в любое время с целью переформировать нас в угодном ей направлении. Да и не только нас, она давит вообще на всех.
Если вы открыты ей, то эта сила ваш спаситель. Вы ей открываетесь искренне, благостно. Понятно? А те, кто сопротивляется ее действию, но подвергается давлению, несомненное, она притягивается сильным магнитом сердца, у кого есть духовный талант, то она выполняет у тех людей, которые ей не открыты, намеренно, только разрушительную работу. Понятно? Только разрушает. И сам процесс старения, болезни, старения, смерти – это результат принудительного давления этой силы на людей, в целом, в массе. Ей все равно этой силе. Она безлична, она давит и давит. Там, где прорвется, тот, кто ее будет сознательно воспринимать, она будет положительную работу выполнять. Понятно? А так ей абсолютно все равно. На кого давить? На всех давит. А спрятаться от этого невозможно. Куда денешься-то? Везде давит. Как в Евангелии от Фомы сказано, если помните, то, что вы откроете в себе, спасет вас. То, что вы не откроете в себе, умертвит вас. Та же самая сила. Она и наш Спаситель, Воскреситель, и наш могильщик. И эта сила пробивается в материальный мир, чтобы и там навести угодный ей порядок, давит на всю планету, давит на все планы бытия, на все царства природы. Вот сейчас говорят о глобальном потеплении, глобальное потепление, что нас ждет, таяние льдов Антарктиды, Северного полюса, что это вроде бы связано с выбросом экологических всяких этих продуктов в атмосферу. Огромные деньги сейчас туда будут зарывать, пилить, по бюджету Поняли или нет? Вот идет болтовня по тему экологии. Умные люди, которые понимают, в чем дело, имеется в виду люди, которые знают, что выбросы эти не могут ни в коей мере, в общем-то, спровоцировать то, что вроде бы грядет. На самом деле идет давление эволюционной энергии на все планы сознания, естественно, на весь материальный мир. И неусвоенная энергия, она не усваивается, она не идет на трансформацию. Выделение тепла происходит. Вот и все. Понятно? Просто выделяется тепло. Не за счет каких-то экологических всяких этих катаклизмов, а напротив, эволюционное давление, нарастающее эволюционное давление, неусвоенная энергия теплом выделяется. Понятно? В человечестве тоже беснованиями, бегают быстро, суетятся. Это тоже неусвоенная энергия. Ее надо как-то гасить. Понятно? В динамике. Извержение вулканов, землетрясение, цунами, таяние льдов. Это знак последних времен. И когда эта сила, буквально ворвавшись в тело, мгновенно растекается по нему, вас чем-то вроде некого, что ли, капюшона в благодати окутывает. Я испытывал это состояние, но интересно. И я понял, что такое покров Пресвятой Богородицы. То есть, когда эта сила вырывается в макушку головы и растекается по телу, ты под каким-то куполом защиты находится. Это первое время это очень хорошо ощущается. Сейчас этого уже нет, это только поначалу. Сейчас просто все по-другому, но поначалу ощущение, что у тебя в такой капюшон, монашеский одели, ты понимаешь, что такое покров благодати. То есть опытным путем ты понимаешь, именно об этом речь-то шла. Укутан благодатью. Укутан. Покров Пресвятой Богородицы. Ведь на Руси дух плохо понимали, что такое дух. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух. Отец есть,
Сын есть, а где мама? Вот Дух Святой Божий – это Матерь Божия. Все очень просто. Мама должна быть. И вот Дух и назывался мамой. Вот он, Дух, защитник, охранитель, гуляет везде, где хочет. Так что выражение «покров Пресвятой Богородицы» очень здесь кстати. Ты чувствуешь действительно себя надежно защищенным от всех бед и неприятностей, которые таятся в окружающем мире. В дальнейшем, при воздействии этой силы, я свой опыт рассказываю, возникает реальное ощущение, что она хочет как бы вывернуть вас наизнанку, и ты хочешь под нее подставиться. Вот просто вот встать, чтобы она всегда была. Но сколько надо, отмеренно, она порционно сойдет, а потом прекращает свою работу. Но хочет, чтобы она у тебя прям вывернула наизнанку. Вот вообще все нутро. Такое счастье, чтобы она тебя вывернула от счастья. Представляете? Если опытным путем это не почувствовать, то можно только поверить. Я вам говорю, что это так. Просто так. Это интересно. И полная открытость этой могущественной силе, полная безоговорочная сдача в ее руки, вот что с какого-то момента определяет ваше текущее состояние. Вы постоянно открыты. Все. Этой дорогой раньше никто не ходил. Штев Рабин ушел, не успев рассказать нам, что сделал. Я буквально прорубаюсь сквозь девственный лес и даже хуже. Но здесь речь идет о том, что о своих поздних опытах телесной трансформации Штев Рабин не оставил никаких записей. Последние 10 лет пребывания в теле он ничего не говорил о опытах телесной трансформации. Мать действительно буквально здесь прорубалась, как она говорит, сквозь девственный лес, прокладывая дорогу в эволюционное будущее. По всей видимости, Штев Рабин столкнулся с очень большими трудностями в пораженческом физическом уме, который внушает нам мысль о том, что невозможно двигаться дальше, ты рано пошел, вот, пока люди не подтянулись, вот рановато. Знаете, вот враждебные силы, они так очень аккуратненько подводят базу под то, чтобы ты отчаялся и вообще перестал заниматься тем, что для них нежелательно. Вот. И он, видимо, с этим столкнулся. Это мое мнение, да? Ибо ты на каком-то этапе как бы упираешься в неприступную стену. И чтобы это преодолеть, во-первых, нужно понимать закономерность подобных состояний. То есть вот то, что ты как бы пытаешься прорваться, или вернее вот то, что ты теперь называешь собой, остановилось под некой неприступной стеной, но есть за этой стеной то самое пространство, где новая жизнь, где вибрации новой жизни. Вот Штев Рабин, видимо, здесь почувствовал себя не в состоянии эту стену преодолеть. Мать это сделала совершенно блестяще. Это сделали Паисий Святогорец, Серафим Саровский, великие святые, наши святые. Они это делали. Они прорывались сквозь эту стену, но в единственном числе. Понятно, массовости не было, но они прорывались. Он не первый, кто уперся, не преодолел. Понятно, наверное? Вот. Далеко не первый. А пораженческие настроения, они способны буквально затопить ваше сознание, ввергая в сомнения относительно будущего. Вот и все. С какой мудростью все отмерено. Я вот о чем. Ощущение необъятной сложности дела дается мне по капле, чтобы не раздавить. Однако прогресс, по всей видимости, значителен, поскольку сложности я сейчас вижу куда отчетливее. Ты уж поверь, она обращается к Сатпрему, все, на что тратили силы в духовной жизни все человеческие расы,
с момента рождения Земли. Пустяк по сравнению с нашим делом. Детские игры. Так вот, история духовных поисков в земном человечестве изобилует многими примерами, когда искатели истины личными усилиями с помощью различных методов и практик в лучшем случае добивались частичной реализации отдельных духовных переживаний. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что мы имеем сегодня, что открыл нам 2 тысячелетия тому назад Спаситель в своем учении о Царстве Божьем и жизни вечной. Он открыл эру стяжания Духа, стяжания той силы, которая способна нас привести к полномасштабной духовной реализации. Это не отдельные переживания, это не отдельные психофизические или духовные опыты. Это генеральная линия, это путь, который позволяет нам полностью реализовать свое земное предназначение. Через посредство божественной силы обрести психологическое бессмертие, Спаситель называл это обретением Царства Божьего, и выявить или проявить носитель жизни вечной. Вот ту самую структуру вибрационную, которая проявляется из смертного физического тела, которая способна существовать на любом плане бытия, без потери памяти и индивидуальности. Так что уже здесь, на Земле, когда носитель жизни вечной вас проявляется, вы с этим телом уже размежевались с физическим. Понятно? Вы от него независимы. И расставание с ним, как в православии, да, есть такой термин, успение, это благодать. Вот у меня недавно был опыт, очень интересный опыт. Очень интересный опыт. Когда я был готов вот умереть с радостью, вот прямо сейчас, вот просто вот на пустом месте. И мне стало понятно, что Господь своих чад-то Он не заставит мучиться там в агонии, где-то метаться вот, с подношением воды родными и близкими, там, с капельницами. Он просто легко вас отправит из этого мира в тот. Понятно? Прям такая была радость. Вот просто вот сейчас умереть – это счастье. Я не торопился, не спешил, повода не было. Но вот просто опыт такой интересный. То есть тебе было показано, милый, ты уже с телом-то расстался, а сейчас вот стоит чуть-чуть, и тебя нету уже, здесь нету. Как во сне-то без тела так хорошо, а? Ничего не болит, кости не болят, во сне хорошо, не болит ничего, а? Не болит? Ну вот. Интересный опыт был. Как на пике боли у меня было блаженство, это тоже было феноменально, что сама по себе боль – это не усвоение божественной силы. То, что не усваивается у нас, вызывает боль. А то, что усваивается, полностью принимается, это блаженство, та же сила. Вот она и могильщик, она и спаситель. Вообще интересная вещь. Это опыты. Я опытным путем все проходил, поэтому имею право говорить. Не теоретик. Вот так. Я ничего не знаю, ничего. Ни что должно быть, ни как оно должно быть. Путь вслепую, через пустыню, где на каждом шагу капкана, всевозможные проблемы и барьеры. Глаза завязаны, ничего не известно, но я иду. Ну, мать действительно шла неизведанным путем, она не знала, куда она идет, и туда ли, куда надо, что должно быть и как должно быть, чем обернется каждое новое переживание. Словом, сплошная неизвестность. Так же шел я, но я шел с радостью. Я в эту неизвестность шел с радостью. Я не знал, что должно быть. Я был счастливым человеком. А вы уже там, и это будет, а как это будет, как я выйду в нирвану, какое это будет состояние, как я в духе должна родиться и прочее. Представляете? Вот уберите все это. Идите в неизвестность, открылись потоку и дайте ему возможность делать все, что он сочтет нужным. И глядите. Вот сейчас метель, видите? Хорошая метель. Замечательная метель. Ясно? Что надо делать вообще-то? Не предполагать ничего, не ставить цели, никаких задач не иметь, а идти вперед. Что такое идти вперед? Открылись потоку и наблюдайте, что он с вами делает, не мешайте ему работать. Ясно? И больше ничего.
Вы можете стать великими бездельниками. Но ум-то вам не позволит бездельниками стать. Вот он вас и мучает, тяготит. Годами идете по пути сознательной эволюции. Вы за полгода можете уже всю работу сделать, потом отдыхать. Просто отдыхать в новом состоянии сознания. Блаженствовать не в раю после смерти тела, а здесь уже.